Друзья, всем привет! Сегодня будет продолжение лицевого массажа. В прошлой серии я показала техники на нижнюю треть лица, а сегодня буду работать со скуловой зоной. Это носогубная складка, это зона вокруг глаз и лобная зона. С чего начинаем? Отдренируем эту зону. Как это делается? От центра к периферии венозный отток у нас протекает, да? Вот вдоль носа. Поэтому с этой зоны я начинаю массаж потихоньку. И это покажется как будто поглаживающее движение. Но на самом деле я здесь еще подключаю силу мысли. Я как бы представляю, что здесь прямо под моими руками тают мышцы, и венозный отток прям двигается, лимфооток улучшается. Я еще, вот видите, подключаю большой палец, я работаю и на скуловую зону, и на межбровку, и поднимаю верхнее веко. Это дренажная техника. Обожаю лимфодренаж. Во всех методиках применяю. Все, подготовили потихоньку, разогрели ткань. Если четко показать, смотрите. Раз, два, три, четыре. И у меня рука двигается к козелку уха. Вот она, к виску и дальше. Я на массаже лица клиентам, вот честно скажу, не люблю одевать чепчики, потому что захожу в волосяную часть головы. Следующая техника. Я буду работать на скуловой зоне. Что я делаю сначала? Я упираюсь на скуловую кость и делаю усиленный дренаж. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте я поверну, чтобы на камеру было хорошо видно. Усиленный дренаж. Я как будто бы кончиками пальцев захожу под кость от носогубки и ввожу в сторону козелку уха. И так делаю несколько приемов. Плавно перехожу на другую сторону. Смотрите, уже она... Цвет ткани меняется. Лимфодренаж вообще это особая техника, которая подходит всем. Даже если вы свои вот косметологические уходовые процедуры делаете, вот дренаж, когда наносите крем, обязательно применяйте. Вот отдельно на зону скуловую зону. То есть можно вот с усиленным дренажом вот так вот провести руками, чтобы ваша сыворотка, масло, крем хорошо впитался. Следующий прием. Разминаем носовую мышцу. Носовая мышца крепится на ноздрях, на внутренний угол. И начинается она вот от переносицы. Да? Расчесываем. На самом деле мы тут проминаем. И работаем локально. На мышцах, на точках крепления. На точках крепления. Но мышца, которая уголки рта тянут. Вот эти две мышцы вот тут крепятся. Вот это место я прорабатываю. Потихоньку ниже спускаюсь. И несколько раз прием повторяю. С этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Носогубная складка зависит не только от этих определенных мышц. Причин много. Даже если ортодонтическая проблема есть, если отсутствуют зубы, пятерка, шестерка, да, тоже это влияет. Мягкие ткани западают. Потом, если есть нарушение осанки, положение таза, тоже очень сильно влияет на носогубную складку. Но локально с мимической мускулатурой мы можем работать вот таким образом. Вот некоторые могут подумать: ой, носогубка, она же не проходит. Хочу сказать, носогубная складка, глубина
уменьшается, расслабляется путем массажа. Поэтому вот средняя треть лица, скуловая зона, она ухоженнее смотрится. Здесь, по крайней мере, борозда вот так вот не торчит. Потом, если забиваются гайморовые пазухи, тоже это сильно влияет и является причиной к появлению носогубных складок, а именно вот так вот в борозды. Ну, мы здесь усиливаем отток жидкости, венозный отток, прорабатываем локально и вот так вот фиксируем, тянем. Раз, два, три, четыре, пять. Вообще массаж лица очень хорошо влияет на парасимпатическую систему, на нервную систему, на центральную нервную систему. Поэтому кто приходит на лицевой массаж, у нас вот в салоне и женщины, и мужчины кайфуют. Действительно, один раз пробуют, потом влюбляются, всегда приходят. Кто-то за эстетикой, кто-то просто расслабиться. Плавно переходим на зону вокруг глаз, а именно с внутреннего уголка глаз начинаем и соединяем с надбровной мышцей, с бровками, вот так вот. Здесь будет очень интересная техника, работает на параорбитальную зону на очном семинаре блефаропластическом массаже. Я прям ставлю руку, когда вы сами прочувствуете вот, при постановке рук, вы сразу ощутите и правильно сделаете. Вот насколько эта демонстрация покажется для вас реалистичной, вот пока не знаю, но попробую. Смотрите, я буду отталкиваться от венозного тока. То есть там, где проходит венозный отток. Я ставлю туда всю ладонь, вот так вот, середина у меня не касается глаз. И здесь я упор делаю на ребра моей ладони, и она тянет вверх к виску, вот височную зону, к зоне роста волос тянет. Я здесь и поднимаю угол бровей, и тем не менее она лимфодренирует, дренаж выполняется. Раз, два, три, четыре. От внутреннего уголка ребра, потом плавно вся ладонь к виску и фиксирую. Ставлю останавливаюсь несколько секунд и потом только отпускаю. Вот посмотрите, какая разница. Даже вокруг глаз кожа светлее стала. Микроциркуляция прям очень хорошо улучшается, и лимфоток, естественно. И фиксирую мягкие ткани и опускаю. То же самое выполняю на другой стороне. Очень медленно. Вы прям представляете, как под вашей ладонью, под вашими руками тают эти мягкие ткани. И вы фиксируете, поднимаете верхнее веко, расслабляется височная зона. Все, синхронно. Дальше на лбу могу поработать. Я буду делать такие поглаживающие движения сначала. Потом костяшками могу проработать локально эти заломы. И вверх тянем. Здесь бы я еще подключила массаж головы, массаж сухожильного шлема головы. Там тоже и сосуды, капилляры находятся. Если улучшаем их, то это тоже способствует укреплению волосяных луковиц. Ой, девочки, массаж лица я прям обожаю. Есть несколько методик, и я всех призываю, приглашаю, научитесь этому навыку. Ведь это прекрасно помогать нести пользу в этот мир. Вот так вот у меня завершается массаж лица. Мы завершили полноценную процедуру. В
выполнили массаж лица, который помогает снять отечность, расслабляет мышцы и влияет на центральную нервную систему. Друзья, не прощаемся, до скорых встреч. Ниже в описании найдете мои контакты. Буду рада быть полезной вам. Всем пока!